Правда ли, что от этого нет спасения и это не лечится? Правда ли, что в борьбе с этим поможет только секатор или ножницы? Что делать, если на своей орхидее вы увидели плодовые тела этого гриба? Если у орхидеи повреждена или полностью нарушена вершинная или верхушечная меристема, как поступить? Что должно остаться у орхидеи, чтобы она смогла продолжить жизнь? Получилось у меня, обязательно получится и у вас. Сегодня мы сделаем новую лекарственную настойку для орхидей. Миссия, оказывается, выполнима. 3 года я искала это целебное растение. И, наконец, у меня получилось. Какое лекарственное растение мы будем использовать для изготовления новой целебной настойки? Если вам нравится то, что делаю я, пожалуйста, поставьте пальчик вверх под видео и напишите комментарий. Это поможет каналу и алгоритмам YouTube в продвижении видео. И привет, друзья! Вы на канале Классика орхидейного жанра. А теперь к этим и многим другим событиям видео, как всегда, подробно и обо всем по порядку. Однолистный пень фаленопсиса Льюис Берри достался мне в дар от подписчицы и зрительницы нашего канала Натальи Сытовой. Таким ценным биологическим материалом разбрасываться нельзя, сказала я Наталье и попросила сохранить пенек фаленопсиса для меня. Ей он был не нужен, и она грозилась его выкинуть. К слову сказать, пенек образовался в результате обморожения верхней части растения. Открыли окно, и верхушка фаленопсиса замерзла, а в дальнейшем отвалилась. На момент передачи остатки фаленопсиса находились в двойном горшке Арте. Я попросила перевалить корневую систему фаленопсиса в обыкновенный транспортировочный горшок и обязательно на фитиль. По прибытии домой я искупала остатки фаленопсиса под душем и подселила к нему деток каланхои де гримона, которые всегда подселяю ко всем вновь прибывшим слабым растениям. Я использую собственно разработанный метод, который назвала «живое к живому». Подсаживать в горшки к орхидеям можно любые лекарственные растения, будь то детки каланхои живородящего, лук-севок или зубчики чеснока. Я просто кидаю этих деток каланхои на поверхность субстрата, укореняются они быстро и самостоятельно. После чего я принялась ждать детку на этом пне. Быстрых результатов в темный осенне-зимний период я не ждала и принялась разглядывать пень на предмет появления детки только спустя месяц после появления его у меня дома. Что должно остаться от орхидеи, чтобы вы были вправе ждать от этого детку или возрождения новой жизни? Я еще раз проговорю ответ на этот вопрос. У орхидеи должны остаться либо корни с частью ствола или стебля, либо хотя бы один лист с остатками ствола. В данном случае мне повезло. У орхидеи была корневая система и один лист в придачу. Пристально разглядывая остатки орхидеи, я рассчитывала получить детку в ближайшие месяцы. В то время меня очень насторожили эти обрывки или культи корней. Тогда я списала такие корни на общее обморожение орхидеи. Камера моего телефона позволяет снимать видео с 6-кратным увеличением, и в одной из таких съемок я увидела вот такие оранжево-красные шарики. Нектрия киноварно-красная легко обнаруживается по красным, розовым или оранжевым пузырькам плодовых тел от 1 до 4 мм в диаметре, расположенных группами. Поражение растения нектрии киноварно-красной называется нектриозом, и по многочисленным данным оно не лечится. Почему? Нектриоз, как и многие другие поражения орхидеи грибами, изначально развивается внутри организма орхидеи.
На этой стадии побороться с ним можно, но гриба не видно. Когда гриб наелся и показал наружу свои плодовые тела, бороться с ним практически невозможно. Его не берут даже сильнейшие фунгициды. По мнению многих, здесь помогут только ножницы и секатор с обрезкой всех пораженных частей растения. Здесь следует отметить, что предпосылками для развития гриба у ваших орхидей являются неблагоприятные условия содержания и ухода. Самые частые причины – недостаток воды, обморожение и механические повреждения, через которые гриб проникает из коры, в которую посажена орхидея, внутрь ее организма. В данном случае налицо были две причины – обморожение и механические повреждения орхидеи. Науке известно более 80 видов грибов рода Никтрия. Никтрия киноварно-красная вызывает такое заболевание, как никтриевое усыхание, иначе его называют никтриевый некроз, коралловая пятнистость, никтриоз. Я решила бороться с этим страшнейшим грибковым врагом с помощью мощнейшего природного средства, которое есть в моем арсенале. Эту настойку я делала вместе со зрителями этого канала, и это водочная настойка молочных плодов маньчжурского ореха. Если бы у меня был спирт, я бы обязательно сделала спиртовую настойку, подойдет даже самогон. Для изготовления настойки с подобными свойствами, кроме маньчжурского ореха в стадии молочной зрелости, подойдет также грецкий орех и черный орех. Всем зрителям канала, у которых есть доступ к орехам молочной зрелости, к вышеперечисленным орехам, рекомендую сделать такую настойку не только для орхидей, но и для себя. Она решит массу проблем разного рода. Как только я обнаружила никтрию киноварно-красную на своей орхидее, я сразу же начала обработки всех пораженных поверхностей водочной настойкой маньчжурского ореха. Я использовала неразбавленную настойку. С помощью ватной палочки, смоченной в ней, я обрабатывала все пораженные части орхидеи. В первую неделю я обрабатывала все места поражения каждый день, а затем проводила обработки раз в неделю до получения результата. Первый радостный результат появился через 1 месяц и 20 дней регулярных обработок. Единственный лист орхидеи пришлось поднять, чтобы он не загораживал свет новому появившемуся чуду. Посмотрите, как за это время подросли растения-спутники. Они делились своей жизненной энергией с новой жизнью, появившейся на орхидее. Чуть позже живых помощников мне пришлось прополоть, потому что они начали загораживать свет еще одному появившемуся чуду. «Вот так настойка», – подумала я, – не только вылечила, но и оживила то, что, казалось бы, уже не могло ожить. Посмотрите сами, из центра былой розетки, из вершинной или верхушечной меристемы, которая полностью сгнила и была абсолютно черной, появилась еще одна новая жизнь. Как думаете, если бы я стала зачищать и удалять все черное и, казалось бы, гнилое, разве бы удалось сохранить эту меристему? Часто в комментариях под видео и в нашей группе в Telegram меня спрашивают, что будет дальше с орхидеями, которые выпустили цветоносы из центра розеток. С ними будет то же самое, что и с этой орхидеей. Рано или поздно у них появятся детки. Вам интересно, когда такая детка сможет зацвести? Тогда досмотрите это видео до конца. После появления детки из центра розетки я продолжила использовать настойку именно в то место, в центр розетки орхидеи. И несмотря на то, что нижняя детка появилась раньше, почти на месяц, верхняя детка показывала лучшие темпы развития. У нее у первой появился корень.
Нижняя детка хоть и была больше, но ей приходилось бороться за свет, ведь росла она из-под основания орхидеи. После того, как я уничтожила все плодовые тела нектрийки наварно-красной, а обе детки показали бурное развитие, я начала применять к ним опрыскивание. В пульверизатор в профилактических целях я тоже добавляла настойку маньчжурского ореха, 1 столовую ложку на литр воды. Обработки с настойкой я проводила 1 раз в неделю, в остальные дни опрыскивала деток чистой кипяченой водой. Результаты были просто превосходными, любо-дорого посмотреть. Детки развивались буквально на глазах. Как я поливаю орхидеи в период активного или бурного роста? Я поливаю орхидеи в соответствии с тем алгоритмом полива, который сама разработала. Чем активнее орхидея, чем больше у нее растущих частей, тем больше воды она должна получать. Таким образом, в этот период пень с обеими детками поливался методом полного погружения. Помните, что вода, наряду с углекислым газом и энергией Солнца, являются основными строительными материалами для построения орхидей новых клеток, корней, листьев и цветоносов. Если орхидее будет не хватать воды, она все равно ее найдет, но заберет она ее из своих резервов или запасов, из своих вызревших зеленых частей. Когда у обеих деток появилось множество корней, когда длина этих корней достигла 5 и более сантиметров, я перестала волноваться и начала пристально наблюдать за старым и единственным листом пня. Если лист до сих пор на месте, значит орхидеи всего хватает, и у нее нет необходимости забирать питательные вещества из этого листа. Если у ваших орхидей не так много листьев, всего 2 или 3 пары, и орхидеи периодически забирают питательные вещества из своих нижних листьев, засушивая их, вам следует обратить пристальное внимание на условия содержания ваших орхидей и уход за ними. Всего 4 фактора имеют решающее значение в этом вопросе: свет, воздух, вода и температура. Когда вы отрегулируете эти параметры, ваши орхидеи перестанут терять листья и проявят весь свой потенциал. Зацветут все, даже малыши, чей размер листьев не превышает длины мизинца. В середине января этого года я нашла цветонос у верхней детки фаленопсиса Льюис Берри. Неужели я позволю малышке в таком размере зацвести? И сколько будет развиваться цветонос у такой малявки? Скоро вы обязательно узнаете ответы на все эти вопросы. Если вы все еще смотрите это видео и вам интересно, и до сих пор не поставили пальчик вверх под видео, сделайте это прямо сейчас. Это важно. К слову сказать, цветонос у этой малышки развивался ровно столько же, сколько цветонос у взрослого растения – 2,5 месяца. Первый цветок начал распускаться 31 марта, то есть 5 дней назад, и его размер меня просто шокировал. Многие на этом канале знают, что я почитатель орхидей с крупным размером цветка, но этот... В начале распуска мне казалось, что цветок, а точнее его размер, не превышает 1 сантиметра. В дальнейшем цветочек немного подрос, и его диаметр около 3,5 сантиметров. Не знаю почему, но цветы Льюис Берри мне напоминают птичек со сложенными назад крыльями. Особенно, когда смотришь на эти цветы сверху. Невероятно яркая и контрастная по отношению к самому цветку губа, совершенно без усов, этакая лопатка.
Этот сорт способен к очень пышному мультифлорному цветению, но в нашем случае, конечно же, это далеко впереди. В этом первом в своей жизни цветении малышка смогла сформировать только 5 бутонов и на момент выхода этого видео полностью раскрыла 3 цветка. Если вам интересно посмотреть малышку в полном распуске, обязательно присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу. В нем вы найдете самые актуальные новости из жизни моих орхидей. Я люблю анализировать и сравнивать. Я сравниваю орхидеи и их размер цветка. Я сравниваю средства и лекарственные растения в вопросах их эффективности для использования на орхидеях. Об этом лекарственном растении я мечтала 3 года и искала его, чтобы использовать на орхидеях. Мою мечту в марте этого года осуществила Альбина, найдя для меня это лекарственное растение у нас в Приморском крае. Коллизия душистая – именно такое научное название у этого невероятно целебного лекарственного растения. В народе это лекарственное растение называют не иначе, как золотой ус. Почему же он такой золотой? Золотой ус содержит биогенные стимуляторы, способные восстановить жизненные силы любого организма. Он обладает обезболивающим, противовоспалительным и антисептическим действием. Родиной этого растения является Мексика. В Европе про него узнали в конце XIX века благодаря известному ботанику, основателю Батумского заповедника Андрею Краснову. Наверное, если бы я стала перечислять полезные свойства этого растения и как его можно применять для человека, потребовалось бы отдельное видео. Это точно. От пигментных пятен на лице до шишек на ногах, панкреатит и остеохондроз, проблемы с желчным пузырем, диабет и ожирение – все подвластно золотому усу. Подробнее об использовании золотого уса для человека и для орхидей мы будем говорить в дальнейшем, а сегодня приготовим настойку из этого целебного растения. 2 недели я выдержала листья взрослого золотого уса в холодильнике в темноте для ферментации холодом. Листья промыла и просушила. Если в дальнейшем я буду использовать эту настойку не только для орхидей, но и для человека. Я подготовила стерильную банку и крышку к ней для приготовления настойки. Я измельчала листья ножницами, примерно на фрагменты шириной 1 см. Вы можете этого не делать, если сырья у вас много. Заполняем банку на 2/3 растительным сырьем, а затем начинаем заливать водкой, самогоном или спиртом, у кого что есть. Я бы с удовольствием сделала спиртовую настойку, но у меня спирта нет. Буду делать водочную, хотя доподлинно известно, что спиртовая настойка приоритетнее. Заполняю банку водкой до самого верху и быстро закручиваю крышкой, дабы избежать появления воздушных карманов. Минимальное время для приготовления настойки – 2 недели. Больше можно, меньше нет. Эту банку я помещу для приготовления в темное место при комнатной температуре. Периодически банку достаю и встряхиваю для того, чтобы сырье равномерно распределилось в ней. Уже через неделю видно, что процесс приготовления идет. Водка начала окрашиваться в цвет настойки. Помимо настоек из золотого уса можно выжимать сок, а также готовить масляные бальзамы. Уже первые недели пребывания золотого уса у меня дома показали, что он растет как сорняк, очень быстро.
И я очень надеюсь, что уже за ближайшие месяцы мне доведется использовать разные виды растительного сырья из золотого уса. Природные средства борьбы с патогенами не вызывают резистентности, то есть привыкания. Они безопасны для окружающей среды, человека, домашних животных и насекомых. Природные средства работают даже тогда, когда фунгициды бессильны. Природные растительные средства способны защитить орхидеи от любой напасти. Как говорят в народе, на каждую хворинку есть своя травинка. С помощью природной настойки я справилась с нектрийки наварно-красной и получила вот такой живой и наглядный цветущий результат. И если вы тоже хотите выращивать орхидеи без вреда для своего здоровья и здоровья ваших близких, присоединяйтесь к нам. Нажав на кнопку «Подписаться» и колокольчик рядом с ней, вы будете регулярно получать уведомления о выходе новых видео. Ссылку на наш канал в Telegram я, как всегда, оставлю в первом закрепленном комментарии под этим видео и в описании к нему. И еще раз огромное спасибо каждому, кто помогает делать канал разнообразнее, интереснее и лучше. Оставайтесь с нами и помните, что впереди у нас невероятно много интересного.